Это, наверное, сегодняшний чемпион. С первого взгляда Сан-Миньято похож на многие малые города Тосканы, но это только первое впечатление. Это один из тех городов, которые нельзя не заметить, проезжая по шоссе по направлению из Пизы во Флоренцию, из-за гордо возвышающейся, как мачта корабля, башни замка Фридриха II. Небольшой, уютный, включая ближайшие деревеньки, и по сути простирается на 3 холма, где проживает около 30 тысяч жителей. Находясь в тишине только 1 месяц в году, он напоминает о себе всему миру во время международной ярмарки белого трюфеля. Привет, друзья! Сегодня мы в Сан-Миньято. Каждый год сюда приезжают любители этого загадочного гриба, который называется трюфель. Но, конечно, не только из-за этого, а из-за самых вкусных продуктов, которые сегодня выставляются на ярмарке. Несмотря на то, что ярмарка посвящена именно трюфелю белому и черному. Сан-Миньято в нашем регионе это самый идеальный город по терруару, где прорастает черный и белый трюфель. Но сегодня, как вы видите, за моей спиной ярмарка, где продаются все продукты, которые производятся не только в Тоскане, но и за ее пределами. И здесь и вино, и гастрономия, и все, что вашей душе угодно. Сегодня мы пойдем и посмотрим, что же на самом деле приготовила нам эта тосканская земля и что предлагают наши производители. Вперед! Идем в самое сердце города. Вообще заблудиться здесь практически невозможно, даже если очень постараться. Прекрасно сохранилась средневековая городская планировка, где одна большая улица, проходя через 2 площади, выставляет на показ свой миниатюрный исторический центр с живописными улочками и магазинчиками, где можно купить сувениры и разные деликатесы. Осталось совсем немного, поднимемся еще чуть-чуть повыше и обязательно найдем наших друзей Тартуфайо, тех самых охотников за трюфелями. Все предвкушает ощущение праздника живота. Поднимемся по старой лестнице, которая называется Скаландроне, в самую старую часть города, на площадь Прату-дель-Домо. Кстати, фестиваль трюфелей в Сан-Миньято впервые прошел 26 октября 1969 года именно на этой площади. И с тех пор он регулярно повторяется ежегодно в последние 3 уикенда ноября. Эта миниатюрная площадь вместила в себя все важные построения средневековой власти. Здесь и архиепископский дворец, и дворец императорских викариев, и кафедральный собор, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии и святому Генезию, покровителю епархии Сан-Миньято. Кстати, редкий пример церкви романского стиля, выложенной из красного кирпича, с фасадом, украшенным декоративными цветными керамическими тарелочками. Многие церкви XII века в Пизанской провинции отличались своей элегантностью и оригинальностью благодаря этому стилю. Простая на вид, но с богатым внутренним убранством и шедеврами знаменитых мастеров, как Филиппо Липпи, Фра Бартоломео и Вероккио, поэтому во время нашей экскурсии мы непременно заглянем в нее. Будем искать наших друзей. Ворвемся прямо вовнутрь и будем наслаждаться.
трюфелем, с запахом, размером. Посмотрим, что нам подарила в этом году. Это великолепная земля. Теруар, где вырастают и белые, и черные трюфеля. Моника! Ciao carissima, come va? Bene, bene, voi come? Ma come si conservano? Моя любимая тартуфая. Ой, а какие тальятелли она готовит. С трюфелем. Давайте посмотрим, что она продает. Un po' più grosso. Ce ne aggiungerei anche un po'. И белый O se no трюфель. ne prendi due perché Это белый, видите? questi sono comodi. Lui mi garba tanto, te lo darei. Qui sei a 100 euro. Она как с детьми разговаривает. Да, Видите, им вот пай. смотрите, 100 евро. Вот эти Qui tu sei три было 100 евро. 70. 70 евро. Вот смотрите. Allora aspetta, ti ci metto per arrivare. Guarda. Quello spazzolino li pulisci bene. Non Они играют как камешки. Davanti. Ну, представляете, сколько труда за этим стоит. stai lì li curi. А это черные трюфели. No, li mangio. No, prima li pulisci bene, ma poi delicato. Tanto di guardare. Li mangio. Una meraviglia. И все, что нужно, они продают вместе, видите? И делают еще и свои консервы. Ладно, мы пойдем дальше, потому что у нас еще много друзей здесь. Все, наши друзья. Так, посмотрим, что у него. Quanto pesa? Azzeriamo. Quanto costa questo? A 5,5 al grammo, 214 euro. 14 евро. Сегодня. О, какие виды отсюда открываются. Еще наши друзья. Io ti direi di pigliare questo qui. Bravo, io Grammi 33 euro. Questo qui? Sì. Quella mi ha fatto sentire per ultimo. Ok? E poi ne volevo un altro pezzetto. 33 euro. Come vi siete detti? Bianco. Длинный E poi un altro шампиньонese. pezzettino Вот piccolino. отсюда. Un altro pezzettino un С po' più этих piccolo мест. di questo. Так, посмотрим, что у нас покупает. Siamo in televisione? Sì, in televisione russo. Vai. Senti? Allora lì per me c'è la storia. Ho già fatto. Siamo già venuti da voi. Ci fa piacere. Да, посмотрим. Ciao Russia. Браво. Не прошу взять в руки. Ну-ка, сколько стоит этот маленький? 18 евро. Вот этот маленький-маленький, вот. Poi due separati. No, no, tutto insieme. No, dicevo Ah, i sì, due pacchettini. pacchettini separati, sì. Люди делают даже подарки. Ну, посмотрим, какие у них черные трюфели. Вау. Li devi riconoscere. Идем дальше. Ну, ребята, это лидеры. Лидеры трюфеля. Ничего не поделаешь. У них, наверное, самая лучшая земля. Савини. Они есть и в России. Их магазины есть в России, лучше сказать. Посмотрим, какие у них трюфели. Ну, скорее всего, изобилие. Чао. Ну-ка, посмотрим, что у них есть. О, команда quest'anno? Говорит, что отлично прошло все вообще. Смотрите, какие они большие. Quanto può pesare uno di questi? Tanto, 500 grammi.
Опа, смотрите на весы. Даже нет смелости спрашивать, можно ли взять в руки. Идет подсчет. А, тут что-то покупают. Ладно, все, пойдем дальше. Здесь у нас особое движение. Провинция Флоренция. Посмотрим, что у них. Сейчас, наверное, чемпион. Вот это, наверное, сегодняшний чемпион. Мы сейчас его получше посмотрим. 420 грамм. Представляете, какое чудо? Нашли его, скорее всего, несколько дней назад, потому что больше 10 дней он не может держаться. Поэтому даже когда вы свежие покупаете, помните об этом. Не надо его держать как экспонат холодильный. Ma un bellissimo esemplare questo, mamma mia. Io penso che è più grande di... Ma anche lì tutta la scorsa settimana è sempre più grande. На той неделе тоже? Нет, его на той неделе нашли? Нет. Hanno trovato settimana scorsa? No. А questo ieri, да, нашли его вчера. Говорят, на той неделе точно такой же нашли. Это in provincia Ференция. 420 grammi. Да, 120 грамм. О, сколько стоит, мы даже не спрашиваем. Un giro di telefonate che offre di tutto. А, потому что он пойдет на особую ярмарку. Sono quei pezzi unici. Невероятно. Невероятно. Да, здесь, наверное, нужно точно зафотографироваться. Миниатюрный исторический центр, но столько достопримечательностей, прямо как шкатулка с драгоценностями. А это элегантная площадь Пьяцца дель Семинариус Палаццо дель Весково. Кстати, приобрела свою форму в средние века, подпирая древние городские стены, которые и придают ей типичный изогнутый вид. Посмотрите на эти двери из массивного дерева, которые украшают нижнюю часть построения, своеобразные буквы «Т». Это не что иное, как великолепный и даже редкий пример ремесленных мастерских 13 столетия. Площадь и сегодня служит как место для рынков, фестивалей и других мероприятий, которые проходят в городе. Вот мы погуляли по ярмарке, пропитались трюфельным запахом и, как говорится, в России издавна икру ложками ели, а здесь трюфели лопатками собирают. Поэтому, когда вы будете в Тоскане, самое интересное развлечение – это пойти вместе со мной на охоту за трюфелем. Получите море позитивных эмоций и в то же время узнаете много интересной информации про черные и белые трюфели. Скажем Сан-Миньято до свидания у памятника, посвященного всем охотникам за трюфелями и собакам-чемпионам, которые со временем вошли в историю этой земли, и в память о самом большом трюфеле в мире, найденном на этой территории весом в 2,5 килограмма.